Всем привет, с вами Игорь, и сегодня у нас вторая часть видео вопросы и ответы по тепловому насосу. Кто не смотрел, смотрите еще первую. Кто зашел первый раз на канал, у меня канал об альтернативной энергетике, тепловой насос, солнечный коллектор, ветряк, панели солнечные без инвертора ЭКБ, солнечная электростанция. Все это у меня есть плейлисты, я оставлю в описании ссылки на плейлисты. И еще и там в конце видео будут тоже возникнуть ссылочки на плейлисты. Так, кстати, для моих пользователей, зрителей, кто хочет собирать тепловой насос, а я знаю, что таких много, еще я оставлю ссылку тоже в описании на еще один интернет-магазин в Украине. Интеркул называется. Ну, я ссылочку оставлю на него. Я на нем тоже что-то покупал. Я вот недавно на него случайно забрел. Ой, вспомнил, что я там тоже что-то брал. Тоже отличный выбор. Даже там больше компрессоров на этом сайте, чем на этом супермаркете Холода в Харькове. Ну, короче, надо смотреть. Там есть и там много чего есть, но кое-что бывает дешевле там, в одном магазине, кое-что бывает дешевле в другом магазине. Или того нет. Вот, я так и брал свои комплектующие на тепловой насос. Вот, и в том магазине, и в том. ТРВ я вообще брал у эксклюзивного дилера, типа оригинальный, там, чтобы был, все там без всяких подделок. Вот, в третьем магазине, по-моему, я, да, вот так вот из 3 даже магазинов отоваривался, не с одного точно. Потому что я же говорю, что в одном может быть то дешевле, в другом то дешевле, или того нет, или то не подходит, там. Короче, надо смотреть. Ссылочку я оставлю тоже на этот интернет-магазин. Хороший магазинчик. Итак, продолжаем разбирать вопросики таких, каких у меня нет. Потому что на те, что у меня есть вопросы, я сюда не включаю. Они у меня есть видео, смотрите видео, там у меня полно в плейлисте видео. Сначала пересмотрите видео, вот, а потом у вас эти вопросы или отпадут, если останутся, задавайте. Вот. Но сначала надо посмотреть хотя бы название видео. Я там, кстати, переделал картинки на самое дешевое отопление. У меня серия видео там есть такая, чтобы собрать самому тепловой насос. Как собрать пошагово каждой детали теплового насоса я уделяю одно видео. Там 9 частей. Вот. И у меня так раньше не было там с картинки, непонятно, про что это именно часть, там 5-я или 6-я или 2-я. Я переделал эти картинки для удобства зрителей. Теперь можно с картинки определить, про что вы хотите посмотреть. Там, посмотреть видео. Там, например, про ТРВ хотите. Да, раз просмотрели, там, ага, вот там ТРВ, это 2-я часть, там на картинке уже написано, там, тепловой насос, там, часть такая-то ТРВ, или часть такая-то конденсатор, часть такая-то испаритель, часть такая, это компрессор. Короче, для удобства, чтобы у вас все там не блудить. Итак, кстати, еще хочу попросить зрителей, если есть такая возможность, делитесь этим видео или другими моими видео про тепловой насос, там где-то в соцсетях, там с знакомыми, там по вайберу, где вы там общаетесь, чтобы как можно больше людей узнало про такую чудесную технологию, как тепловой насос. То есть, чтобы люди хотя бы имели выбор какой-то, вот, чтобы знали об этом. Ну, не получится у них сделать тепловой насос, ну, не получится. Может, у кого-то получится, у кого-то... Но выбор должен иметь все, должны иметь все. Ну, и мне, конечно, тоже приятно будет, там, больше просмотров какая-то копеечка капает. Заранее спасибо, кстати. Вот. Итак. Переходим к вопросам. Спрашивали у меня тут ТРВ на Али. Стоит ли покупать? Ну, на Алиэкспресс. Ну, я вам честно скажу, что я вот даже перед видео рылся, я ТРВ на Али не нашел. Вообще. Там не выбрасывало манометрические коллектора, манометры, шланги заправочные, краники всякие, там для заправки все что угодно. Но вот ТРВ я там не видел. Или я так искал, я не знаю, может не то вводил в запросы, но нет там ТРВ. Вот. Это во-первых.
Но, кстати, вот на этом тоже можно неплохо было бы и сэкономить. Вот эти вот все манометрические коллектора, вот такие, как у меня стоят, там дешевле. Какие-то заправочные краники, шредеры, вот эти вот все, там это можно было бы купить дешевле, термометры, вот, тоже, и на этом хотя бы сэкономить нормально так денег, я так думаю. Так что Али тоже не надо. Но Али, ТРВ я все-таки советую брать тут по месту, так сказать, у официального дилера, потому что уже были случаи, что покупали нерабочие ТРВ или какие-то неправильно рабочие, поломанные, мне об этом люди сообщали. И хуже всего, что понять, что оно неправильно работает или поломанное, очень трудно. Очень, оно может работать как-то там, но оно неправильно как-то работает, и все. И человек, который не соображает в этом, ну, первый раз столкнулся, он думает, может, что это так и должно быть, что ж такое, где же в системе это, и даже не подумал. Поэтому лучше не экономьте на ТРВ. Возьмите его у настоящее, Алковское или Данфос, вот, там, желательно со сменными дюзами, если что, чтобы вы могли ее поменять, если не ту дюзу подберете. Дюзы, кстати, меня спрашивали, они отдельно идут, они не идут с ТРВ. Есть такие ТРВ под пайку, что там уже дюза встроена, но он рассчитанный на определенную мощность. Это ТРВ, я такие вам не советовал для самодельщика. Это когда уже знаешь точно, что тебе надо, можно брать. Вот. А лучше, я думаю, под закрутки, под гаечки. Вот. Вы ее не перегреете, если сами будете паять. Это тоже, кстати, важно, что ее при пайке нельзя перегреть. Вот. То есть надо паять быстро и качественно. Вот. Под гайки самое то и с сменными дюзами. Так. Дальше. Ну, если вы, в принципе, уверены, что это ТРВ на Али точно оригинальная, алковская или да, то берите. Я, например, к Али очень отношусь так осторожно, знаете. Это такая сервис, такая платформа, там что угодно могут продавать. Ну, в принципе, если вы пользуетесь, то знаете. Дальше. Можно ли прокачивать циркуляционным насосом из скважины в скважину воду? Нельзя, сразу вам скажу, ничего у вас не получится, я уже пробовал. У меня тоже была такая идея, у меня до воды, кстати, очень близко, около 3 метров, и я думал, что тоже циркуляционный насос поможет мне. Ну, действительно, так вот теоретически подумать, система-то переливная. Я, получается, поднимаю 3 метра и 3 метра опять же скидываю. Ну, пускай меньше 3 метра, потому что тут же, когда мы начнем высасывать воду в одном сосуде, упадет немного, туда, где сбрасываем, поднимется. Ну, пускай разница метр. Вроде бы должен справиться циркуляционный насос, но нет. Я подсоединял, я заливал, я его пробовал, полдня игрался с ним. Не может он закачать воду. Не может он ее закачать просто в себя. Я так думаю, что это связано с устройством этого циркуляционного насоса, который, ну, имеется в виду, который качает по системе отопления. Конечно, это был бы идеальный вариант. Он мало тянет электроэнергию, он практически бесшумный, это был бы супер просто. Вот. Но не получится такой вариант. Я же говорю, я так понимаю, что устройство это насосной части, оно просто не рассчитано, чтобы закачать, засосать эту воду. У него должно быть на входе в насос, в этот цилиндр, какое-то давление, не разрежение. Когда мы, например, поднимаем скважину, там разрежение, он не может ее схватить. А тут должно быть, когда он в системе отопления работает, у него на входе тоже давление, и он себе по кругу ее как бы гоняет. Короче, циркуль даже не пробуйте, для перелива из скважины не получится. Это был бы классный, идеальный вариант, вообще супер, но я уже пробовал, ничего не выйдет. Дальше. Куда сливать воду? Ну, куда сливать воду? Ну, в смысле с теплового насоса. У человека одна скважина там или и очень глубоко вода, не хочется буриться вторую. Пользуйтесь одной скважиной. В принципе, какая проблема? Я в этом проблемы не вижу. Куда сливать воду? Ну, это такая проблема, я бы сказал бы, высосанная из пальца, надуманная. Ну, для меня это тоже вообще-то был вопрос, когда я только начинал делать, я так представил себе, да, ого, это же за сутки 10 кубов воды. Вот представляете себе, да, объем такой воды представляешь себе, да, 10-12 кубов. И тут как они, хо, и разлились сразу вот так вот по участку. Но такого не будет.
это не сразу одновременно 10, это просто бежит такая струйка, и то она у меня там частично выходит в скважину, но большая часть она уже вытекает на землю, большая часть воды. И это такая вот струйка на протяжении суток, она просто бежит понемножку, так вот растекается, там такая лужечка, ну, метр шириной, может метра 2-3 длиной, там такой бежит и уходит возле дерева. Я это показывал, кстати, уже в одном видео, как это у меня разбегается, растекается вода, и как она уходит в землю, и в этом, ну, это вообще не проблема, как оказалось. Избавиться от этой воды не проблема. Это и у меня еще при том, что надо учитывать, что у меня грунт суглинок, жарства, он глинистый, он плохо впитывает воду, он плохо ее отдает. Но тем не менее, если у вас песок или что-то такое гравийное, там, вот, какой-то, он у вас вообще как через друшляк это будет уходить. Так что, если у вас более-менее нормальный участок, ну не такой, что там дом, и дорожка вокруг дома, и сразу забор, да, вот, то есть негде вообще ничего. А есть какой-то сад, хотя бы маленький, или какой-то огородик, то воду можно даже туда сливать, не проблема. Если есть какая-то канава перед участком, между дорогой обычно, перед участком делают такие сточные канавы, туда можно сливать. Канализация есть, попробуйте, может канализация будет впитывать этот объем воды. Но я не знаю, короче, это не есть проблема. При наличии куда сливать, вот, ну, сад какой-то, огород там есть, какое-то место, там хоть несколько соток даже есть, то это не есть проблема. И это не должно вас тормозить, делать тепловой насос, вот куда я дену эту воду. Это не есть проблема, еще раз говорю. Так, дальше, этот вопрос прошли. Что я еще хотел сказать, вот, не забыть. Дрова подорожали, да, товарищи? Подорожали дрова у нас, вот, где я живу, и сейчас уже, вот человек даже на работу приезжал, вот там, такой ошарашенный, говорит, дрова уже, еле успел за 6 тысяч взять машину дров, уже там в лесничестве уже 9 за дрова просят, и нету, и не выпишешь. Короче, проблемы такие с этими дровами сделали, я не знаю, какие проблемы с дровами. Дров в лесу море, вот у нас в лесу, вот старый лес у нас, поедь, посмотри, там уже даже порезанные лежат, метровочки порезанные, уже лет 10 лежат, 5-10 лет лежат, они уже сгнили даже. Море дров просто там тупо лежат, гниют уже годами. И тут вот такая вот цена, еще и нет дров, и люди радуются, что взяли дрова за 6 тысяч. Ну я просто в шоке. Сделали проблему с этими дровами на ровном месте, из ничего. Ну я там понимаю, подорожал металл, там газ, ну что его нет, там газа у нас металл, там надо выплавить, там потратить. Ну дрова, они валяются, они просто валяются в лесу. Зачем же эти цену вот эту вот поднимать заоблачную, растить, наращивать, вот это вот, куда, для чего? Дрова есть, море дров, море в лесу дров, ну, и уже 9 тысяч, машина дров. Это уму непостижимо, я не знаю, куда оно идет, ну, это просто капец какой-то, что делается с этими дровами. Не, они естественно, что подорожают, потому что у нас недавно лес подорожал осенью подорожал лес, очень дорогой стал, и поэтому подорожали дрова. Это естественно, но я этого не понимаю, это какое-то искусственное делается, ну, ради наживы, жадность, ну, это безоснованное, безосновательное, ну, нет никаких причин для подорожания дров. Так, дальше. Спрашивают тут у меня инверторные компрессора. Что я про них думаю? Ну, что я про них думаю? Дорогие они, думаю, что я про... Кстати, инверторные компрессора бывают даже ротационные, обычные компрессора под постоянный ток, то есть они инверторные. Они уже дороже. Самый дешевый компрессор — это обычный ротационный компрессор со синхронным двигателем, там, переменного тока. Это самый дешевый компрессор. Есть ли смысл? Ну, я не знаю в этом инверторе. Если у вас есть деньги лишние, если вы разбираетесь в электронике, сможете ему подключить мозги, сделать, ну, если вы собираете все с нуля. Если вы покупаете там, например, кондиционер, готовый инвертор, там уже все есть, да, то может быть в этом есть смысл, но тоже там
проблем может быть куча. Они очень, их никто не хочет ремонтировать из-за очень сложной электроники. Вот. И, ну, то, что там пишут на сайтах, я вот заходил, смотрел, что там экономия электроэнергии. Ну, не верю я в эту экономию электроэнергии. Какая может... Если дому надо выдать, там, например, 100 киловатт-часов для обогрева, то, что старт-стопник, тем более тип компрессора тот же самый, ротационный, я говорю, именно про эти одинаковые типы компрессоров. Что тот должен выдать, там, например, 100 киловатт-часов тепла, что тот, и он потратит все равно энергии одинаковое количество. Ну, в экономию я не верю, а вот то, что продолжительность жизни компрессора увеличивается, это да, потому что меньше пусков, ну, их практически даже и не будет, этих пусков, это плюс, вот, да, плюс, но там тоже, как оно, возврат масла при низких оборотах, вот это тоже вопрос, я не знаю. Вот. Но вот это вот единственный такой плюсик, еще там какой-то был плюсик, забыл про него. Короче, насчет инверторов. Еще, кстати, я смотрел насчет инверторов. Смотрел я спиральные компрессора. Кстати, вот здесь вот на вот этом вот сайте, интернет-магазине Интеркол, есть куча спиральников. Много. Ну, спиральники вообще там начинаются от 10 тысяч за компрессор. Начинаются. Я говорю даже про Саньо, это самые дешевые, что я видел. Там копландовские компрессора, там вообще такая цена, что мой тепловой насос дешевле весь в сборе, чем один компрессор Копланд. Но зато, да, там, конечно, крутые компрессора, вот эти Эви, уже с впрыском, там специально разработанные под тепловые насосы. Тот электроэнергии меньше съест, потому что у него там, такая система у спиральника. Просто принцип сжатия совсем другой, не такой, как у ротационного. Но цена, опять же, цена такая, что, я не знаю, есть ли в этом смысл, решайте сами. Если у вас есть деньги на такой компрессор, там, спиральный, а спиральник-инвертор я вообще только 3 штуки нашел, что такие есть. И там тоже такая цена заоблачная, спиральный-то еще инверторный. Кстати, все спиральники, что я в основном, подавляющее большинство, они делаются старт-стопного режима. Вот тоже можете себе задать вопрос, если вот этот инвертор такой хваленый, хороший, там, да, компрессор супер-пупер инверторный, да, то почему спиральные компрессора дорогие, это довольно-таки новая передовая технология, делают все старт-стопного режима? Почему? Вопрос. Поэтому я лично за обычный старт-стопный режим. Это просто, да, там количество пусков больше, но если сделать теплоаккумулятор, как у меня, то вот это вот сводится количество пусков на нет. У меня это всего несколько пусков в сутки с теплоаккумулятором. Чем больше теплоаккумулятором, тем меньше этих количества пусков, так что можно свести к минимуму. Еще плюс, если инвертор у вас, то вам не надо будет даже подогрев компрессора делать, потому что он все время будет работать. Тоже это плюс, надо признать, да. Так что я лично за обычные компрессора старт-стопного режима. Если вы разбираетесь, хотите поиграться с инвертором, с этими мозгами, все это электроника, все в этом понимаете, вы уверены в этом, что вы разбираетесь и сделаете, то, пожалуйста, делайте. Я в этом не разбираюсь и не думаю, что большинство моих зрителей тоже разбирается. Мне, на мой взгляд, самое проще, эффективней, понятнее обычный старт-стопный компрессор. Он дешевый, простой, рабочий. Что еще надо? Так, дальше рассматриваем. Эффективность разных фреонов. Я бы на этом даже не стал заморачиваться про эффективность разных фреонов для теплового насоса, потому что, в этом, я считаю, нет смысла. Искать там, какой фреон лучше подходит для теплового насоса, типа там, какого фреона ниже температура кипения, значит он более эффективно работает. Нет, у всех практически фреонов, которые есть на сегодняшний день, у них примерно одинаковая температура кипения. Это там около минус 40. Там плюс-минус 2-3 градуса, эти до 5 градусов, это не столь важно. Но при выборе фреона для теплового насоса надо еще учитывать, кроме
температуры кипения, и температуру конденсации, и много еще, и возможность работы с минеральным маслом. А для самодельщика, еще раз говорю, это самый лучший вариант, именно работа с минеральным маслом, чтобы был компрессор, потому что если вы не сможете ее быстро подпаять, чтобы воздух не попал в это масло, это синтетическое, которое играет. Опять у меня камера, время кончилось. Вот, если в этом не уверены, что вы сможете так быстро подпаять синтетическим маслом, то лучше работайте с минеральным, берите, оно там, его распаковал этот компрессор, паяй его хоть сутки, хоть двое, там получается что-то, опять надо распаять, ничего страшного. Минеральное масло, оно ничего не впитает, никакую влагу с воздуха не испортится, в отличие от этого синтетического, там оно, как это, полиэфирное или как оно там называется. Вот, так что для самодельщика лучше всего минеральное масло и фреон R22. Вот. Насчет этого выбора фреонов я же говорю, да, что это уже испытано. Посмотрите, вот даже самодельные тепловые насосы на ютубе, там они все практически на R22 работают. Самодельные тепловые насосы. Ну что это самый эффективный фреон, и куда ни глянь, со всех сторон он подходит по всем показателям, не только по температуре испарения, а по всем показателям он подходит для теплового насоса. Вот это уже испытано, это уже доказано, это уже люди так пользуются годами. Вот, лучшего фреона еще не придумали. Хотя сейчас переходят на 410 и другие фреоны. Вот, но там, я же говорю, свои заморочки в виде вот этого вот синтетического масла, которое гигроскопично. Оно там по-разному, этот фреон в случае утечки многокомпонентный убегает из системы, поэтому его надо полностью сливать, потом опять полностью перезаправлять, если утечка есть какая-то. Короче, такие довольно-таки геморройные фреоны. Вот эти новые, типа озонобезопасные, да, озонобезопасные. Хотя я в этом сильно сомневаюсь, что-то они там намутили насчет этого озона, и кто-то хочет серьезно подзаработать на этом, я так думаю. Поэтому и тем более, что он еще есть в продаже, этот R22 еще будет достаточно долго. И компрессора есть под R22, и все там делается еще. Есть, оно еще есть, и оно еще будет. Так, все, наверное, на сегодня хватит. Да, у меня даже и вопросы уже закончились, в принципе, да. Еще хотел сказать насчет комментариев. Тут кто пишет и пропадают комментарии, я уже говорил. YouTube почему-то их не пропускает, многие комментарии. Вы не сдавайтесь, пишите их опять, а я буду со своей стороны писать в службу поддержки YouTube, тоже пускай они там разбираются, потому что это не дело. Что это такое? Комментарии без матюков всяких, без оскорблений, там, без глупостей, они просто пропадают, не пускает их YouTube. Что это за фильтр, я не понимаю. Будем писать, будем добиваться. Я думаю, что они исправят эту проблему. Задавайте вопросы, я думаю, что будет еще и третья часть вопросы и ответы. Пишите, я их собираю, эти вопросики. Может, что-то забыл, кстати, вопросов. Пишите под этим видео, я в следующих видео постараюсь вопросы и ответы. Там насобирается какое-то число вопросов, количество на видео. Я их опять озвучу в третьей части. Все, всем пока, до следующих видео.